Николай Иванович наблюдал за соседскими мальчишками, которые гоняли по двору на самокатах. Нет, он их не ругал за это. Ему, наоборот, нравился этот шум, смех, не то что тишина в его квартире. «Иваныч, здорово!» С кряхтением подсела к нему Анна Васильевна, соседка с первого этажа. «Здравствуй, Васильевна!» Ох, умаялась, огурцов маняня навезла с дачи, все утро крутила. А ты чего загрустил-то? Николай пожал плечами и махнул костлявой рукой. Да чего веселиться? Скучно. Понятно. Одно слово – бездельник. Анна засмеялась, прикрыв краем платка беззубый рот. Дашка что-то твоя давно не приезжала. Оттого поди и заскучал. Да некогда ей, буркнул старик. 2 ребятишек у нее, да муж, сама знаешь. Ну так что ж, и внучка с внуком уже взрослые. Могли бы и проведать. Про отца и деда забывать грех. А как случится что с тобой? Кто тебе поможет? Дед усмехнулся невесело. Так ты, Васильевна, и поможешь. Ишь какой! У меня своих забот полно. Вон, младшая снова мне своего пострела подкинула на лето. Кивнула она на мальчонку лет 7, бегающего за дружком по двору. И потом, огород у меня. Хорошо Манечка, внучка старшая, помогает. Слышь, она замуж собралась. Скоро свадьбу играть будем. Поделилась Анна радостью. Да? Поздравляю. Дед пожевал губами и отвел глаза, пряча зависть. Дочка, когда замуж выходила, не взяла его даже на торжество в ЗАГС. Сказала, что он будет там, как белая ворона, на фоне богатой родни жениха. А он просто согласился, не показал, что обиделся. А на самом деле кошки скребли на душе. «Ага, уже и заявление подали», — продолжала хвастаться Васильевна. «Поди-ка, скоро прабабкой стану. Ох, годы бегут. Кузьмич мой все хворает, а я одна кручусь по хозяйству, а уж за 70 давно перевалила». «Так это ж хорошо, когда в заботах», — хмуро глянул Николай и достал папироску. Анна посмотрела на него и вздохнула. Все ясно, тоской зашел старик от одиночества. Так, может, сам к своим скатаешься, или позовешь сюда. Вон, ногу-то волочишь совсем, к врачу бы свозить тебя в город. Да ну, ерунда, отмахнулся Николай. Что ж поделаешь, сама говоришь, старые мы стали. Говорю, лечиться тебе надо, а как совсем нога откажет? Дашка вряд ли к себе возьмет. Тогда скажу, чтобы сдали меня в дом престарелых, нахохлился Николай Иванович. С ума, что ли, сошел, старый? Ты думаешь, там слаще будет, чем здесь? А с Дашки твоей станется, отправит в приют и не дрогнет. Ты на нее квартиру переписал, а она вон как, даже не показывается. Ой, отстань, Анна, чего привязалась? Сердито буркнул дед и, подхватив трость, поковылял домой. Николай Иванович вошел в подъезд и по привычке первым делом заглянул в почтовый ящик. «Тьфу ты!» – сплюнул в сердцах. «И каких писем ждет? Виталька, внучок, когда маленьким был, то письмо ему напишет, то открытку, а как повзрослел, так и забыл про деда. Даша-то раньше привозила его летом на месяц или 2, так это когда маленьким был, а теперь только звонит иногда». Дома рука сама потянулась к телефону. Несгибаемым пальцем набрал городской номер дочери. На память помнил. Раньше-то часто общались. «Здравствуй, дочка», – проскрипел в трубку. «Папа?» – удивилась та. «Привет. Что-то случилось?» «Нет, дочка, все хорошо. Вы как поживаете?» Он постарался сделать голос бодрее. «Да у нас все хорошо, пап. Не волнуйся за нас». «Давно не приезжали что-то. Вот я и забеспокоился. Как Виталик? Соскучился я по нему». «Хорошо. В этом году в институт поступает». «Так он же только техникум окончил. Зачем ему институт?» «Так не хочет он простым строителем быть». «А кем хочет?» «Архитектором». «Ух ты!» – восхитился Николай. Хотел спросить у Даши, он хочет или она, но побоялся ее рассердить. «А Светочка как? Пишет письма из-за границы своей?» «Звонит, пап, по скайпу. Совсем ты от жизни отстал.
Кто же в наше время письма пишет? Да-да, понимаю, поспешно согласился старик. А Владислав как? Работает? Да, конечно. Я по дому, Влад в офисе, а Виталий к поступлению готовится. Репетиторы, экзамены, так что забот да хлопот полон рот, засмеялась она. Может, приедете ненадолго? Наконец-то он задал волнующий его вопрос. Ой, что ты, не сейчас, говорю, совсем нет времени. Старик подождал маленько, может, сама пригласит, но в ответ была тишина. Ну ладно, дочка, конечно, сказал наконец-то он, не дождавшись приглашения. Поцелуй его за меня. Да, Дашенька, я тут грибов вам насушил, беленьких да лисичек, и ягод лесных набрал, заморозил. Ой, что ты, пап, зачем? Не надо, грибы Влад не любит, да и я не очень. Ну как же, а Виталик их любит, а в ягодах витамины же, настоящие. Пап, говорю, не надо, в городе все есть, купим. Так это ж свое. Несмело возразил Николай Иванович и замолчал. Он не один день по лесу хромал, старался. Ну да ладно. Все, пап, извини, Влад пришел. Пока, целую. В трубке раздались короткие гудки. И я тебя целую, дочка. Запоздало проговорил Николай и положил трубку. Прошел по большой комнате, зашел в детскую. По-прежнему лежали на кровати Светланкины мягкие игрушки, а из-под дивана торчал красный кузов игрушечного грузовика. И это он Виталию подарил на 5-й день рождения. И чинил сколько раз. Старик наклонился, выкатил машинку и взял в руки. Тут же отвалилось колесо и закатилось обратно под кровать. По-хорошему, выбросить бы, но Виталий, когда последний раз приезжал, просил не выбрасывать. 3 года назад это было. Николай печально хмыкнул. Теперь уж точно, машина эта ему не нужна. Взрослый, архитектором стать решил. Старик встал и, прошаркав тапками к секретеру, достал старенький потертый альбом. Вот маленький Виталька у него на руках, а это Дашутка, родила только. И Светланка рядом, лет 12 ей здесь. А на этой Виталий постарше. Николай перевернул лист, и прямо в руки упал конверт. Это письмо от Виталика. Когда в большой город-то уехали, он часто писал, скучал. Дед вытер слезу, вдруг взявшуюся неизвестно откуда. И тут в дверь позвонили. Николай Иванович подхватился и, прихрамывая, поспешил к дверям. «Ну где же вы ходите, дядя Коля?» На пороге стояла Галя Веленчук, почтальонша. «Пенсию я принесла». «Галюша, а ты что-то нынче рано. Я и не ждал сегодня. Прости». «Так ваш день на понедельник выпадает», усаживаясь на кухне, пояснила она. «А в понедельник, сами знаете, деньги не привозят. Вот, распишитесь». «А я голубей кормить ходил, а потом на лавочке сидел у подъезда. Тебя не видел», оправдывался старик, теребя старое письмо. «А что за письмо?» Заметив конверт в руках старика, поинтересовалась Галина. «Да вот, получил от внука», пряча глаза, сказал Николай. Уж больно не хотелось, чтобы люди тоску его видели и не думали, что брошен он родными. Галя посмотрела на потертый конверт. Уж она-то знает, что письмо Иваныч получил лет так 7 назад, и каждый раз будто хвастает, бедный. «Послушайте, у нас во дворе завтра будет субботник», с улыбкой сказала она, складывая документы в сумку. «Приходите, может, чем поможете». «Да ну, Галюш, что ты?» – отмахнулся старик. «Какой из меня помощник?» «Ну как же, вы как раз очень могли бы помочь. Мы хотим восстановить двор, каким он был, когда я еще маленькой была. Деревья посадить, лавочки. Вы ведь все помните, где что росло, где качели детские были». «А как же, помню», тут же приосанился дед. «Ну вот и подскажете. Не волнуйтесь, тяжелую работу не поручим. Приходите. Но я пойду, еще к тете Насте зайти надо», подхватилась Галина. Николай Иванович вскочил и посеменил следом за ней в прихожую. Даже про клюшку свою забыл. Закрыв дверь, старик присел на старенький табурет у дверей. Славная она, Галя, знает, что письмо старое, а делает вид, будто верит.
И на субботник из жалости, наверное, позвала. Но все равно приятно. Может, хоть кому-то он пригодится. На субботнике было много людей. Собрались люди всех возрастов. Кто-то привез кусты сирени и еще саженцы деревьев. Определили, где будут клумбы с цветами, так, чтобы никому не мешали. И машинам будет где стоять, и красота. А детишкам огородили площадку небольшим забором, так, чтобы никто и не подумал туда заехать на машине. А то был один новенький такой, но ему мужики быстро все объяснили. Николай Иванович давно так весело и с интересом не проводил время. Даже пикник на улице устроили. Соседки заранее приготовили все. Напекли пироги, компот сварили. Прошел субботник, потом день, за ним другой, третий. А там и осень начала подкрадываться потихоньку, недвусмысленно намекая желтеющей листвой да частыми дождями на скорые холода. Старик грустил. Зимы он боялся. Все время темно, зябко и особенно одиноко. С больной ногой на улицу выходить не хотелось. Не дай бог упадет, хлопот дочке наделает. Николай Иванович сидел в шатком кресле у старенького телевизора и щурился, глядя в экран. Шли новости. Неожиданно раздался звонок. Он тут же засуетился в поисках трости. Кто бы это мог быть? Гостям он всегда был рад. Жаль только, редко к нему приходили. Может, соседке что понадобилось. Он открыл дверь и опешил. «Виталик, ты что ли?» Николай Иванович щурил подслеповатые глаза, внезапно наполнившиеся слезами. «Да, деда, вот приехал проведать». «Даша, что ли, послала?» «Да нет, я сам. Вот, познакомить хотел». Виталик посторонился. «Здравствуйте». Из-за его спины выглянула худенькая девчонка. «Это Иринка. Мы вместе с ней в строительном техникуме учились». Старик заулыбался и, опомнившись, распахнул дверь. «Ой, что ж я вас на пороге держу? Проходите, проходите, сейчас чаем вас напою». От волнения и радости Николай даже перестал прихрамывать и почти бегом кинулся на кухню ставить чайник. Наговорившись вдоволь обо всем и обо всех, Николай Иванович наконец спросил: «А как же вы здесь? Специально, что ли, приехали проведать?» Виталик нахмурился, опустил глаза. «Ты прости меня, дед, что не приезжал давно. Мать все пилила, заставляла учиться. Я хотел приехать, несколько раз порывался, но она не пускала». «Почему?» – удивленно поднял Николай седые брови. «Сказала, нечего в это болото возвращаться, не дай бог засосет». «Что, так и сказала?» – грустно засмеялся старик. «Ага». Виталик снова отвел глаза. «А ты, стало быть, ослушался?» «Я уже взрослый», — вскинул глаза внук. «Куда хочу, туда и еду». «Ну так что ж, вы только на день не приехали?» Дед был готов расплакаться, как маленький ребенок от обиды. «Вообще-то, тут такое дело. Дед, можно мы у тебя поживем какое-то время, пока на ноги не встанем? Мать совсем с катушек слетела, не признает Ирину». «У меня?» Николай замер, потеряв дар речи. «Но если ты против...» «Да что ты, внучок!» Пришел, наконец, в себя дед. «Сколько угодно живите, я ж только рад буду. Только условия у меня, сам видишь, не очень. А это ничего, мы с Иришкой ремонт сделаем, а работу найдем в соседнем городке». «Погоди, а как же учеба твоя?» Виталий глянул на Иринку, потом на деда. «Да не нужен мне этот институт. Не хочу я архитектором быть. Это мама за меня решила». «Понятно», – пожевал дед губами. «Ну что ж, дело твое. Так что, останетесь?» Старик все еще не верил своему счастью. Иринка с Виталиком кивнули. «А я вам не буду мешать?» – забеспокоился Николай. «Дедушка, да что вы такое говорите? Это же ваш дом, а мы гости!» Робко вставила слово Иринка. «Да, дед, ты чего? Мы за тобой присмотрим и по хозяйству поможем». «А свадьбу играть думаете?» – спросил Николай с осуждением, глянув на детей. Во времена его молодости такие отношения не приветствовались.
Но он понимал, что все изменилось, все перевернулось в современном мире. Молодежь переглянулась. Думаем, как только денег заработаем. А меня на свадьбу позовете? Прищурился Николай и замер, ожидая ответа. Обязательно! Засмеялся Виталий и обнял деда. А как же иначе? Вырос внук, возмужал. Своим умом жить начал, радовался старик. Кашлянул в кулак, пытаясь скрыть подступившиеся слезы. Неужели ему на старости лет счастье улыбнулось? Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.